Козероги, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш Таро-прогноз на август 2023 года. Мы с вами посмотрим и проанализируем, с какими энергиями вы будете завершать лето и с какими будете входить в осень. Работаем мы сегодня с колодами Викторианское романтическое Таро, а также Ленорман Золотого века. Подумайте о тех целях, задачах, которые вы себе прописываете на август. А мы с вами посмотрим, удастся ли вам воплотить это в жизнь. Так, настраивайтесь. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и рекомендации от карт. Общая энергия месяца. У вас здесь ложится королева мечей. Аркан, который указывает и говорит о взаимодействии с женщиной воздушной стихии, весы, близнецы или водолей, и также о вопросах, которые связаны с бюрократией. То есть будь то, знаете, как восстановление документов или податься на какие-то документы, что-то завизировать, восстановить, получить лицензию, какие-либо разрешения. Потому что эти энергии, они указывают на очень-очень много бюрократических нюансов и проволочек. Конечно же, эта карта у вас может отыграться в любой сфере жизни и говорить о разных событиях. Посмотрим, в чем в большей степени у вас это будет созвучно. Если смотреть по колесу фортуны, то арканы здесь говорят о ситуации. У кого-то как шанс выиграть грин-карту, получить вид на жительство. Для кого-то это как получить возврат процентов от налоговой. Далее, здесь в принципе может быть ситуация выигрыша для вас внезапного. Опять же, если показывают арканы, это в принципе как выиграть какой-то грант на обучение. Или может быть как официально получить какой-то приз. Может вы в лотерее там какой-то участвовали, в розыгрыше. То есть здесь подарок, который вы официально задекларируете, может быть, за него выплатить еще какой-то налог, но то есть здесь для вас идет официальная прибыль, новые возможности. И если здесь будут какие-то проверки от налоговой инспекции, то которые вы пройдете успешно, удачно, легко, то есть здесь все ровно и без каких-либо замешательств. Далее, кто-то, допустим, может захотеть обучаться из вас финансовому делу, будь то там что связано с фондовыми рынками, трейдерством, криптовалютами, то есть углубиться в эти моменты, потратиться также на это изрядно, на это обучение, потому что вы видите в этом будущее, видите какие-то перспективы. Если в целом будем оценивать вопрос работы, у вас здесь ложится паж мечей. Паж мечей – это анализировать. Во-первых, анализировать рынок труда, вашу, скажем так, конкурентоспособность, достойно ли вам платят, стоит ли вам оставаться на текущей работе, или следует искать какие-то перспективы. Но помимо всего прочего, этот анализ может быть еще и в отношении вас. Допустим, проверки на вашу там стрессоустойчивость, на профпригодность, на работоспособность, на уровень квалификации. Поэтому карта может играть, знаете, как в обе сферы, и по отношению к вам, и с вашей стороны по отношению к нише, в которой вы сейчас находитесь. Ну, давайте посмотрим, о чем будет говорить данный аркан для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. Паж мечей и двойка жезлов – это искать для себя альтернативу, какие-то доп. Выплаты, которые вам позволят спокойно и свободно держаться на плаву. То есть это искать для себя лазейки в законодательстве, чтобы обеспечить себе, хоть чуть-чуть какое-то послабление и улучшение ваших финансов. Если же мы будем смотреть ситуацию для тех, кто у нас ищет работу, то паж мечей, шестерка пентаклей – это анализировать, где вы можете заработать. Кстати, да, кто-то может себя видеть в волонтерских центрах, в благотворительных организациях, в социальных каких-то группах, где вы можете официально устроиться и действительно зарабатывать. И еще эти карты указывают на ситуацию, что, возможно, вам нужна будет помощь или поддержка со стороны ваших знакомых, вашего окружения в вопросах трудоустройства. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является наемными сотрудниками, то паж мечей и туз жезлов для вас альтернатива, новый шанс, новая возможность. Это как новая вакансия на текущем предприятии, так и, допустим, кардинальные перемены. Допустим, в принципе, как показывают арканы, работа на новом
предприятии, в новой фирме, потому что для вас это как шанс. Ну, допустим, вы подавали в свое время, уже забыли про эту заявку, а вам здесь ответили и говорят о том, что вас ждут как специалиста, то есть причем на выгодных на вас условиях. Если смотреть ситуацию для тех, кто владеет собственным бизнесом, то Паж мечей и аркан жрец указывают на ситуацию, что вы будете анализировать, где у вас есть пробелы. То есть подтягивать свой уровень профессионализма, своих подчиненных, если у вас таковые имеются. И, возможно, если у вас та ниша, которая позволяет проводить какие-то мастер-классы, обучение, допустим, вы там диетолог, или вы мастер маникюра, или вы тренер, то есть тот, кто сам может предоставить качественный продукт и контент, то вы можете погрузиться и создавать, скажем так, данную услугу или данный товар, который будет востребован, потому что сейчас это на пике популярности. Если смотреть финансовую сторону, аркан повешенный. Здесь работает на перспективу. Почему? Это не значит, что нет денег. Вы можете ожидать выплаты за какую-то проделанную работу. То есть здесь, эта выплата может быть в конце месяца или перейти на следующий месяц. Поэтому что здесь может проходить? Это в первую очередь, не могу назвать экономией. Почему? Потому что, видите, у вас здесь есть страховка. То есть есть куда падать. Я не вижу, чтобы у вас были проблемы в финансах и ресурсах. Это просто ждать, когда вы получите те выплаты, которые вам положены. Или как вариант, вот если это вопросы наследства, то есть ожидать периода вступления наследства, чтобы получить полагающиеся вам деньги. Если мы с вами будем смотреть вопросы здоровья, у нас здесь ложится аркан звезда. По звезде это у нас идет мануально, это физиотерапия, это вопросы детоксикации, омоложения. Здесь может быть криокамера с целью восстановления упругости кожи, потому что звезда показывает на то, чтобы привести вас в тонус. Кто-то, возможно, из вас решит закаляться, то есть каким-то образом поменять свой образ жизни, подход к режиму дня, вопросам питания, омоложению. Для вас это будет знаковая, значимая сфера. И если смотреть вопросы личной жизни, здесь десятка пентаклей. Шикарная карта, которая говорит о стабильности, о семейных ценностях, о ситуации, когда вы в паре или кто-то может обзавестись парой. Так ли это? Давайте смотреть, анализировать и взвешивать все за и против. Для тех, кто у нас на текущем этапе свободен, что же здесь? По аркану влюбленные. Это знакомство, это обретение второй половинки, это человек с схожими для вас ценностями, с которым действительно могут идти перспективы создания семьи. Поэтому август для вас в этом плане будет благодатным месяцем. Если смотреть ситуацию для тех, кто в любовных треугольниках, по пятерке мечей, это разрыв всех связей на стороне любовного характера, то есть разрыв отношений с любовниками, любовницами ради сохранения вашей семьи. Если же наоборот, вы любовник, любовница и у вас нет других отношений, то вы можете отказаться от текущих отношений ради сохранения семьи вашего партнера или партнерши. Если смотреть ситуацию для тех, кто в стабильных союзах, десятка пентаклей и туз мечей, это не то чтобы расставить точки над «и», но для кого-то это принимать важные взвешенные решения, как вариант. Если вы не зарегистрировали свои отношения, это могут быть уже, знаете, это первые звоночки, желание все-таки это совершить. Если вы уже состоите в браке, это нюансы, связанные с оформлением, переоформлением каких-то документов на ваших близких, там, вашего партнера или партнершу, либо на их родственников, потому что здесь решение имущественных нюансов, но через юристов. Если смотреть рекомендацию на этот месяц, у вас падает прекрасный аркан двойка чаш. Это жить в любви, это жить в гармонии, в кооперации, это сглаживать острые углы, конфликты, это в принципе быть человеком открытым, радушным. Это выстраивать отношения для тех, кто к этому стремился. Или быть в отношениях, которые являются открытыми, честными, то есть, чтобы, говорится, не прятаться по кустам. Ну а для тех, у кого уже стабильный союз, то это скрепление ваших чувств официально, либо укрепление вашего материального тыла в вашей паре. Поэтому здесь у вас действительно плодотворный период. Сейчас с вами посмотрим неожиданность этого месяца. Что у вас здесь? Собака, гора и медведь. И дно колоды у вас здесь ложится корабль. Это преодоление трудностей, связанных с госструктурами, с вышестоящими инстанциями при помощи поддержки друзей, коллег. То есть преодолеть какую-то сложную ситуацию. Опять же, сделать все для того, чтобы
допустим, между вами и руководством растаял лед, ушли какие-то противоречия. Опять же, при помощи грамотной консультации, помощи подсказки друга обезопасить себя в каких-либо юридических либо финансовых вопросах. Потому что гора медведь, называя вещи своими именами, это сделать так, чтобы у вас не могли забрать то, что вам принадлежит. Вот по факту, как здесь есть. Поэтому вот такой месяц, такие перспективы. Наиболее знаковым он у вас будет, как мы видим, сфера финансов и сфера здоровья, поэтому обратите на это внимание. Ну а в целом у вас прекрасные арканы и прекрасное положение вещей. Поэтому пусть так и будет. Я вам все закрою положительными картами. Вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как для вас отыграется эта информация, как она для вас отозвется и какие перемены произойдут в вашей жизни в течение этого периода. Благодарю каждого из вас за ваши лайки, комментарии, донаты. Если видео полезным было, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Я же желаю вам продуктивного месяца и до новых встреч.